Правительство пало, внезапная отставка премьера, а следом и всего кабинета. Реакция на удар дронов. Шквальный огонь по Киеву. Зеленский обещает ответ. Россия подняла стратегическую авиацию. Войска НАТО разбиты. Украина шокировала западные армии. Учения пошли не по плану. Наступление РФ захлебнется. Мадяр озвучил формулу победы. Штурмовать будет нечем. Трамп выиграл битву, но попал в ловушку? Неожиданное заявление из Пекина. Си Цзиньпин открыто грозит штатам войной. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 14 мая. Вы не переключились, и это правильно. Сейчас мы обо всем вам расскажем. Это Нехта, а я Алексей Бурлаков. Поехали. Массированный обстрел Украины, длинная ночь, ракеты дронов. После 23:00 по стране пошли новые группы беспилотников. Их фиксировали сразу в нескольких областях, от Николаевской и Днепропетровской до Полтавской, Харьковской, Черниговской и Херсонской. Потом в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Позже появилась угроза баллистики, а также МиГ-31, носителя кинжалов. То есть это была не одна атака, а комбинированный удар, растянутый на часы. В столице работало ПВО, были серии взрывов. Волны атак на Киев продолжались до середины следующего дня. В результате множества попаданий в одном из районов украинской столицы обвалился целый подъезд жилого дома. Мы надеемся, что под завалами живые люди, их спасают. К сожалению, у нас отключение электроснабжения в области, у нас прилеты. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение на левом берегу. Главное здесь новая тактика России. По данным украинской разведки, дронами пытаются перегрузить ПВО, а потом подключают крылатые и баллистические ракеты. Под угрозой энергетика, предприятия военно-промышленного комплекса и здания госорганов в крупных городах. Россия растягивает удар на много часов, чтобы держать страну в напряжении и искать слабое место в обороне. Все же значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент ущерба более 93%. И, конечно, наиболее сложно защищаться от баллистики. За все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора. Показательно, что все это происходит на фоне визита президента США в Китай, где вероятной темой переговоров может стать именно давление на РФ. Первая битва, которую выиграл президент США в Китае, победил своими руками. Правда, противостояние не было очевидным, но тем не менее. Может, и не выиграл, как думаете вы? Давайте посмотрим вместе. Си Цзиньпин встретил Трампа улыбками, но за закрытыми дверями положил на стол главное предупреждение – Тайвань. Если Вашингтон, по словам Пекина, неправильно решит этот вопрос, отношения США и Китая могут сорваться в столкновение или даже конфликт. Общие интересы Китая и Соединенных Штатов перевешивают наши разногласия, и успех каждой страны представляет собой возможность для другой. Стабильные отношения между Китаем и США приносят пользу всему миру. Когда мы сотрудничаем, выигрывают обе стороны. Когда мы противостоим друг другу, страдают обе стороны. Мы должны быть партнерами, а не противниками, добиваясь взаимного успеха и общего процветания, и тем самым прокладывая правильный путь для сосуществования крупных держав в новую эпоху. Публично все выглядело почти дружески. Трамп осыпал Си комплиментами, называл его замечательным лидером и даже сказал, что для него честь быть его другом. Си отвечал холоднее и говорил уже не о дружбе, а о ловушке Фукидида. Это когда растущая держава сталкивается со старой сверхдержавой, и мир получает войну вместо конкуренции. Мы с вами знаем друг друга уже давно. На самом деле, между нашими двумя странами это самые продолжительные отношения, которые когда-либо были у какого-либо президента и президента. У нас были фантастические отношения, мы ладили. Когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, и вы звонили мне всякий раз, когда у нас возникали проблемы. Люди не знают, всякий раз, когда у нас была проблема, мы очень быстро ее решали. И нас ждет фантастическое совместное будущее. Переговоры в Большом зале Народного собрания длились около 2 часов. Но что будет дальше и какие переговоры проводит вся остальная дорогостоящая команда директоров, которую привез с собой Трамп в Китай, будем держать вас в курсе.
Правительство пало, Латвия остается без Кабмина. Вслед за министром обороны в отставку идет все правительство. Официально причины даже не оглашают, а на пресс-конференции вопросы журналисты задавать не могли. Я ухожу в отставку, но не сдаюсь и не отказываюсь от обещаний, которые дала народу Латвии, всем тем, с кем мы защищали европейские ценности на площади мысли. Новое единство и я продолжим их выполнять. Мой приоритет остается неизменным – безопасность Латвии, благополучие людей, а также будущее нашей общей страны. Спасибо за совместную работу. Да благословит Бог Латвию. Министр обороны был первым, кто заявил об отставке. Он объяснил свое решение несвоевременной реакцией на дроны, которые нарушили государственную границу. Может быть, таки чувствуют предстоящую войну и не хотят брать за нее ответственность? Как думаете? Напишите об этом в комментариях. «Сначала посадите 3 друзей», — говорил первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. Но президент Украины вроде и понял правильно, но последовательность перепутал. В Украине антикоррупционный суд отправил под арест Андрея Ермака, одного из самых близких людей Зеленского и бывшего главу его офиса. Дело громкое, Ермака подозревают в отмывании денег и коррупции. Суд назначил залог 140 миллионов гривен, это примерно 3,2 миллиона долларов. Сам Ермак обвинение отрицает и говорит, что таких денег у него нет. Моя юридическая команда подаст апелляцию. Мы используем все законные возможности, чтобы добиться справедливости и правды. У меня нет таких денег. Мы поговорим с... Я к этому не готовился. У меня достаточно друзей и знакомых. Надеюсь, они смогут помочь. По данным украинских антикоррупционных органов, речь идет о преступной группе, которая могла отмыть около 10,5 миллионов долларов через элитную недвижимость под Киевом. Ермак долгие годы считался человеком номер 2 в украинской политике после Зеленского. Он был рядом с президентом на ключевых событиях и вел переговоры с Россией при поддержке США. Для Зеленского этот удар очень болезненный. Антикоррупционные органы впервые так близко подошли к президентскому внутреннему кругу. Украинские военные снова разбили войска НАТО. На учениях в Швеции группа украинских операторов-беспилотников фактически разгромила шведские войска, которые играли условную жертву агрессора. Тренировку пришлось останавливать 3 раза, чтобы военные успели понять, что они делают не так. Украинские пилоты говорят, в реальной жизни они уже были бы мертвы. И это главный урок для Запада. Украинская армия уже живет в войне, где дрон решает все. Кто увидел первым, кто ударил первым и кто остался жив. Глава оборонного ведомства Швеции Михаэль Классон признает, всем западным армиям надо быстро учиться операциям с дронами и борьбе против них. А самый быстрый способ – слушать украинцев, потому что они уже прошли то, к чему НАТО только готовится. Более 10 тысяч ликвидированных оккупантов на счету украинских сил беспилотных систем, и командующий говорит, что это не предел. Стоимость жизни одного оккупанта примерно $822. Программа «Стандарт-10». Программа «Стандарт-10» исключительно о личном составе. Нет двуногого оккупанта-червяка. Не едет ни его буханка, ни его пикап, ни танк, ни мотолыга, на который он приехал, ни драндулет, ни мотоцикл. Ничего. Оно просто валяется. Его можно сжечь в любой удобный момент. Несмотря на пессимистические прогнозы командующего, есть формула, при которой врага можно одолеть быстрее, так что его силы просто не будут успевать пополняться. Але 10 у місяць. Но 10 в месяц каждым ударным экипажем кардинально, стратегически повлияет на положение дел на фронте, так как общая численность уничтоженного противника при таком показателе вдвое больше, чем мобилизационный фактический потенциал, ежемесячно приводимый во вражескую армию. Ровно в 2 раза больше. За несколько месяцев они захлебнутся, и у них не будет чем штурмовать. Но Россия тоже учится, она массово запускает дешевые дроны «Молния» примерно по $1500, и по одной украинской бригаде может прилетать до 60 таких аппаратов в день. Плюс окопный РЭБ, переносные купола радиоэлектронной борьбы, которые ставят десятками и мешают FPV-дронам. Поэтому Украина бьет по российской ПВО, чтобы открывать коридоры для дальних ударов. Только с начала 2026 года уничтожено 134 такие системы. Главный вывод Мадяра неприятный для всех. Быстрой развязки он не ждет. Даже если будет заморозка, армию нельзя ослаблять, иначе Россия восстановится и снова попробует ударить.
Тем временем в Конгрессе США появился реальный шанс протолкнуть новую помощь Украине в обход сопротивления спикера. В Палате представителей собрали 218 подписей. Ровно столько нужно, чтобы принудительно вынести законопроект на голосование. Это редкая процедура, которую используют, когда документ блокируют наверху. Но большинство депутатов все равно хочет поставить его на рассмотрение. Речь идет о Ukraine Support Act. В нем новая помощь Киеву, кредитная поддержка до $8 миллиардов, отдельный координатор по восстановлению Украины и новые санкции против России. Еще больше $1 миллиарда предлагается выделить напрямую. Решающую подпись поставил конгрессмен Кевин Кайли, который недавно вышел из республиканской партии и стал независимым. Голосование может пройти уже в начале июня. Для Киева это шанс получить деньги, санкционное давление на Москву и показать Кремлю, американская поддержка еще не закончилась. В России внезапно ушли сразу 2 приграничных губернаторов. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз отправились в отставку по собственному желанию. Оба региона граничат с Украиной и регулярно оказываются под ударами. Но самая интересная деталь – фон, на котором уходит Гладков. Ранее российские паблики писали, что он якобы требовал у Москвы сначала дать Белгороду нормальную ПВО, а потом уже бомбить Киев. Кремлевские каналы пишут, что Гладков и Богомаз якобы испугались войны, призывали не бомбить Украину, в общем, плохо себя проявили. Плюс вдруг появились вопросы к расходу бюджетных средств, выделенных на защиту их регионов. Но теперь за этим, наверное, будут следить. Кремль уже назначил временно исполняющих обязанности. В Белгородскую область назначили Александра Шуваева, боевика, участника войны против Украины. А в Брянскую — Егора Ковальчука, управленца с Урала, который последние годы работал в структурах, связанных с оккупированной Луганской областью. То есть Кремль меняет гражданских губернаторов на людей из военной и оккупационной вертикали. Помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Напоследок должно быть самая странная история из сервисного центра. Правда, скорее всего, такие истории теперь будут появляться все чаще. Наш клиент попросил установить ему на телефон приложение Max. Клиенту нужно было убрать с устройства все камеры, убрать микрофоны, датчики Face ID и так далее по списку. Тут мы убираем лишние шрифты. Да, именно лишние. Отрезаем то, что заводом Apple поставили про запас. Снимаем фронтальную камеру, заклеиваем все лишние отверстия и выбираем микрофоны. После собираем устройство и проверяем, что все не работает. Спасибо, что досмотрели до конца. На эту минуту все. Встретимся с вами уже утром.